Привет, друзья! Вот и я. Ну, во-первых, поздравьте меня. Прикиньте, мне наконец-то приехала кнопка. Эта кнопка означает, что у меня 100 тысяч подписчиков. Да, долго ехала на перекладных, знаете. Гнали все ямщики. В общем, а теперь займемся теми, кто промывал мозги людям и теми, из-за кого случилось то, что случилось в моей родной прекрасной стране. ICTV. Свежачок, свежий ролик. Посвящен он референдуму в Нидерландах. Какие последствия голосования и все такое прочее. Голландці сказали ні. Щоправда, чому конкретно, напевно, і самі до кінця не зрозуміли. Голландцы сами не поняли вообще, что они делали, чего они вообще испугались. Тупые, короче, голландцы, тупые. А почему они отупели? Потому что на них российская пропаганда подействовала. Ну, это очевидно. Чого тільки не розповідала голландцям розгорнута пропаганда. І що вони голосують за відкриття кордонів, і за наступ українських гастарбайтерів, і за вступ України в ЄС. Результат – 38% за, а проти – 61%. Все сводится к тому, что голландцев обманула российская пропаганда, рассказав им, что вот ассоциация, значит, там, вступление Украины в ЕС и все такое прочее, что она перечислила. А теперь смотрите, тот же самый телеканал. Более того, та же самая программа, но только от июня 2015 года. Політична асоціація з ЄС відкриває для нас великі можливості. Це дає можливість Україні брати участь у найрізноманітніших проєктах Європейського Союзу. Інфраструктурних проєктах, наукових, культурних, безумовно, экономичных и финансовых. Широчайшие перспективы открываются, широчайшие, но это еще не все. Далі я все-таки сподіваюся на перспективу повноцінного членства в Європейському Союзі. Ну что ж такое, здрасте, приехали. Менее чем через год, когда голландцы сказали бай-бай, на этом же телеканале рассказали, что вот уверенность голландцев в том, что ассоциация предполагает вступление Украины в ЕС, это все домыслы российской пропаганды, которую внушили глупым голландцам. Опять тот же телеканал. О, более того, там та же гиена. Смотрите, 14 год. Что рассказывает? Отже, після ратифікації Верховною Радою Україна стане асоційованим членом Євросоюзу. Це перший крок до великої європейської родини. Первый шаг к большой европейской семье. А что имеется в виду? Це перший крок до великої європейської родини. Опять 14 год. И опять та же самая журналистка. Тоже ты им все рассказывал про то, что ассоциация это вступление. Цього тижня відбулася історична подія. Україна в особі Арсенія Яценюка підписала угоду про асоціацію з ЄС. Смотрите, что я дальше делаю. Я просто перематываю эти новости и дохожу до интересных тезисов, которые были сказаны в этих новостях. Політична частина угоди про асоціацію передбачає перспективу повноцінного членства в ЄС. Предполагает полноценное членство в ЕС. Да что же это такое? Слушайте, может российская пропаганда захватила мозг этого журналиста? Или может быть сам телеканал захватил, а? Нові можливості отримують і пересічні громадяни. За інформацією МЗС, введення безвізового режиму з Європою може статися вже до кінця цього року. А, до конца 2014 года, чтобы вы знали, уже 2 года безвизовый режим действует. И вот такими сказочками они постоянно кормили этот несчастный электорат. До конца этого года, говорит, может быть безвизовый режим. Ну, то такое, может быть, а может и не быть. Может быть, я стану мужем Анджелины Джоли, а может быть и не стану. Но если я об этом заявляю по одному из центральных телеканалов, значит, я уже манипулирую и делаю совсем неправильно. Вот и докатились мы до 2013 года. В 2013 году чувачок, бывший министр иностранных дел. Якщо, і дай Боже, щоб ми підписали цю угоду про асоціацію, то перший практичний крок буде вже 1 січня 2014 року, коли почнуть працювати елементи зони вільної торгівлі. Вот я не знаю просто, работают уже элементы эти свободной торговли или не работают? А если работают, то в чем их фишка? Я не могу понять. Может быть, завалено уже все в Европе нашей продукции? Это если они работают. Я, честно говоря, не в курсе. Но вот должны были начать работать еще в 2014 году. Наверное, в 2015 по-любому заработали. Ну, а сейчас 16. Другим кроком буде
абсолютно очевидне пришвидшення процесу надання Україні безвізового режиму. Но для него это очевидно. Для меня не очевидно. Оказалось, и ни для кого не оказалось не очевидным. Потому что ускорение процесса предоставления безвизового режима, ну, хотя в принципе, если процесс должен был занимать 22 года, к примеру, а мы его ускоряем и получаем через 17 лет. О, вот это вот интересно. Это опять Пятый канал, опять канал Порошенко. И здесь Азаров 27 декабря 2013 года. Ой, это очень интересно. Азарову тоже дают возможность высказаться, и он рассказывает мифы о подписании ассоциации. И ему дают высказаться на телеканале, и это реально есть на канале. Любой желающий может зайти и найти вот это вот интервью, которое выложено на канале нынешнего президента Украины Порошенко. Но Азарова в нем режут в этом интервью, потому что это конец 2013 года. 2 месяца до революции. И Азаров объясняет, что есть мифы, что ассоциация не предполагает того-то и того-то. Но его нещадно режут, и я сейчас это докажу. В соглашении об ассоциации нет даже упоминания о европейской перспективе Украины. Мы добивались 2 года этой записи. Ну вот это вот дали возможность сказать. На самом деле, ну что ты врешь, старикан? Что ты рассказываешь? И нам было категорически отказано. Второй миф. Стоит только подписать. Это обрезка. Второй миф. Второй миф. И нам было категорически отказано. Второй миф. Стоит только подписать. Это обрезка. Он еще говорил по первому мифу, но его обрезали и не дали людям услышать то, что он говорил. И соглашение о безвизовом режиме вступит в силу. Нам говорят, вот примите закон о равенстве сексуальных меньшин. Они намеренно выставляют его идиотом, потому что он говорит о законе о равенстве сексуальных меньшинств, и типа это его волнует практически больше всего. Но, как говорится, знаете, следите за руками. О безвизовом режиме вступит в силу. Нам говорят. Вот пошла рука. Я не прерываю видео. Опа! Следующий кадр. Вот примите закон о равенстве сексуальных меньшин. Смотрим полный эпизод и следите за руками. О безвизовом режиме вступит в силу. Нам говорят, вот примите закон о равенстве сексуальных меньшин. Они выставили его полным дегенератом. Для него якобы вот этот вот закон и является камнем преткновения. На самом деле, что он говорил? Второй миф. Стоит только подписать, и соглашение о безвизовом режиме вступит в силу. Скажите, пожалуйста, а вы согласны, что подписание соглашения, да, будет эквивалентно повышению, например, тарифов, что доллар будет стоить не 8 гривен, а по крайней мере в 1,5-2 раза выше. А если подорожает весь импорт, подорожает все абсолютно отечественные продукты питания. Практически будем вынуждены закрыть свою угольную промышленность, поскольку от нас требуется прекратить государственную поддержку угольной промышленности. Честные журналисты не донесли это до зрителей. Я сильно сомневаюсь, что зрители изменили бы свое мнение, посмотрев на ненавистного им Азарова. Но все было сделано для того, чтобы они не узнали альтернативную точку зрения и, в принципе, не узнали бы вообще, что несет в себе ассоциация. Им намеренно забивали баки, но зато посмотрите на эти лица журналистов. Они взирают на Азарова как на придурка. Да-да, давай тренди. Эти все журналисты и сейчас на каналах работают. Ну а многих людей уже нет в живых. Тех, кто слушали вот этих вот козлов. Вот так закамуфлировали. Они говорят, вот у нас украли мечту. Какую мечту украли? Ну и совершенно закономерно читаем комментарии. Он идиот. Дедушка, иди туда-то. Какая лживая тварь. Ненавижу лживого старикана. Нахер нам русский газ. Баран Азиров. Проклинаю каждый день. Цыц в будку. Ну это... Окей, Микола Янович, сядешь на старости лет. Это манипуляция уже полным ходом. Это дерьмо льется в уши. Полным ходом. Такой мощной струей. Но откатимся еще чуть-чуть назад. 2013 год. Телеканал 1+1.
Не димлять труби, завмирають заводи та цілі галузі. Нема замовлень, грошей, безробіття. Усе це правда найближчих місяців. Все это правда говорит ближайших месяцев. Ну прям как в воду глядела. Українська економіка десь між спиною і ногами. Валютні запаси скоротилися до 20 мільярдів доларів і продовжують танути, немов сніг навесні. Ты что, прям какой-то лирик, знаете, валютные запасы у него тают, как снег по весне. Давайте зайдем на Минфин и узнаем, что там сегодня у нас с валютными запасами. У нас золотовалютные резервы, знаете, из чего пополняются? Из долгов. Вот взяли в долг, пополнили золотовалютные резервы и говорим людям, мне можно доверять, потому что у меня в тумбочке лежат твои деньги, и я уже нормально, я человек с деньгами. Борг по кредитах досяг небувалої цифри – майже 70 мільярдів доларів. Странно, сейчас каждый новый кредит просто как перемога. Вот как выглядела кредитная яма. Видите, все спускались вниз, но там в самом низу стоит Петя и кричит: «Эй, пацаны! Пацаны, ко мне!» Навіть на сході і півдні країни, традиційно орієнтованих на Росію, 50% українців, в принципі, за вступ до Євросоюзу. На заході і в центрі таких майже 70%. Мне нравится словечко «в принципе согласны» на вступление в ЕС. Там на востоке, на юге страны люди в принципе были согласны, а по факту были не согласны. Я хочу в Європу. Европа мой выбор. Ой, что это думаете вы? А вот это вот и есть промывка мозгов. Это такая промывка мозгов мощная была с 2013 года, а может быть даже и с 2012. Я за ЄС. І я за Євросоюз. Я хочу в Європу. Хочу їздити на гарному європейському авто, яке коштує в 4 рази дешевше, ніж у нас. Європа спасе мене. Європа – це майбутнє нашої країни. Там більше можливостей. Я хочу, щоб мої діти сприймали європейські цінності. Потому что вот этот беспредел, который у нас в Украине, терпеть немножко уже надоело. Там живут не по понятиям, там живут по законам. Хочу работать в своем киоске, поставить его, не давая никому взятки. Там економіка без корупції працює. Я хочу в Євросоюз, тому що там підтримують малий і середній бізнес. А я хочу в Євросоюз, бо дуже не хочу назад в СРСР. Ми вже були там, ми не хочемо цього. Ми хочемо бути самодостатніми. Їздити на нормальних машинах і по нормальних дорогах, а не по наших ямах і колдобинах. І я за Євросоюз, тому що я хочу свободно посещати оперні театри Європи. Хочу без візи їздити в кожну країну Європи на спортивні змагання. Тому що мені надоело унижатися в консульствах для отримання візи. Я була в Європі, я знаю, як там. Там міліція захищає своїх громадян. А я хочу жити в нормальному правовому государстві. Я хочу в Європу, тому щоб дітям, внукам жилося легше. Щоб вони не жили в такій нищеті, як ми зараз живемо. Я хочу хорошого образування для своїх дітей. Це дасть змогу реалізувати себе своїми силами, без зв'язків та грошей. Я хочу, щоб мої права соблюдались, не нарушались і захищались. Тому що я так хочу. Там люди живуть, а не существують. Хочу жити в Європі, тому що заробітні плати в Європі вищі. Я бачила, що люди там справді щиро посміхаються. Добріші, привітніші, ніж наші. Ми не повинні топтатися на місці, треба рухатися. І нам не йти в Європу, це крок назад. Україна – це вже частина Європи. Я за ЄС. Я хочу в Європу. Я хочу в Європу. Как это сейчас все убого смотрится. Ну, а теперь закончим тем, с чего мы начали. Как глупым голландцам российская пропаганда напела о том, что ассоциация предполагает вступление в ЕС, там какой-то безвизовый въезд. Так вы же сами это пели с 2013 года. Пивуны!